Катрин была красивой и счастливой девочкой, которая росла в любящей и доброй семье. Ее жизнь была наполнена радостью и смехом, а каждый день приносил новые открытия. На 6-й день рождения папа подарил Катрин птенца-ворона, и это стало одним из самых ярких моментов в ее жизни. Она была удивлена такому подарку, но с удовольствием приняла его и дала обещание отцу заботиться о птице. Девочка назвала его Брук, с тех пор они стали неразлучными друзьями. Катрин любила проводить время в саду, играя и исследуя природу. Она ухаживала за птенцом, кормила его и наблюдала, как он растет. Брук быстро научился летать и всегда возвращался к своей маленькой хозяйке, когда она его звала. Между ними возникла особая дружеская связь, полное доверие и понимание. Каждый раз, когда Катрин видела, как Брук парит в небе, ее сердце наполнялось гордостью и счастьем. Однако жизнь не всегда была легкой. Ее отец, дальнобойщик, часто отсутствовал дома, выполняя свои рабочие обязанности. Но когда он возвращался, он всегда привозил для дочки необычные подарки и рассказывал увлекательные истории о своих путешествиях. Катрин с нетерпением ждала его возвращения, мечтая о новых приключениях и сюрпризах. Однажды, во время прогулки по саду, Катрин вдруг начала задыхаться и хвататься за горло. Увидев это, ее родители сразу же подбежали к ней и быстро направились в больницу. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, не смогли спасти девочку и объявили ее мертвой. Родители были в шоке и горе, не веря в то, что произошло. Тем временем Брук сидел за окном больницы, пытаясь привлечь внимание Катрин. Он чувствовал, что что-то не так, и его инстинкты подсказывали ему, что его подруга нуждается в помощи. Когда родители готовились к похоронам Катрин, Брук неожиданно появился на церемонии. Во время похорон он сел на гроб и начал клевать тело, пытаясь разбудить Катрин. Родители пытались прогнать птицу, но Брук не улетал. Он был полон решимости и не собирался оставлять свою подругу. Внезапно произошло невероятное, Катрин открыла глаза и начала кашлять. Как оказалось, она впала в искусственную кому и неожиданно пришла в себя. Ворон улетел, и люди увидели, что Катрин сидит в гробу. Врачи сделали ошибку и объявили ее мертвой, не осознав, что она была всего лишь в коме. Брук, как истинный друг, знал об этом и пытался спасти ее, клюя ее тело, чтобы разбудить. Родители, увидев, что их дочь жива, были переполнены радостью и облегчением. Они поняли, что Ворон знал о состоянии Катрин и действительно пытался спасти ее, когда никто другой не мог. С тех пор Катрин и Брук стали еще более неразлучными. Их дружба стала символом надежды и верности, а история о том, как Ворон спас свою подругу, передавалась из уст в уста, вдохновляя всех вокруг. Катрин поняла, что настоящая дружба может преодолеть любые преграды, и она была благодарна своему верному другу за то, что он не оставил ее в беде. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.